Мы посчитали, что по сравнению с прошлым Новым годом, с прошлым январем прошлого года, количество обращений за наркологической помощью возросло на 10%. А количество обращений в этом январе по сравнению со среднестатистическим месяцем, ну, допустим, с декабрем, возросло на где-то, ну, по разным территориям на 15-20%. Это говорит о том, что вот эти ложные традиции много пить, много есть и, в общем, отравливаться на праздники, она, к сожалению, эта тенденция сохраняется. И перебороть это, я думаю, что пока нам не удается. Ну и прежде всего потому, что традиции эти сложились не вчера и даже не позавчера. Это уже достаточно давняя история послевоенной Советского Союза и России. И для того, чтобы нам с вами переломить эту историю, нам нужно обучать людей получать удовольствие не химическим путем. Это достаточно печально, и, наверное, эту традицию мы сможем переломить, ну, я не знаю, пройдет, помните, да, вот это библейские 40 лет, чтобы последний человек, выросший в рабстве, умер и не вошел в святую землю. Вот примерно так же, наверное, и с нашим пьянством. Хороший пример скандинавских стран, которые на протяжении нескольких поколений, усиливая прессинг, государственный, социальный прессинг на пьющее население, добились того, что потребление алкоголя было резко снижено в популяции, популяция стала возрождаться. Они вымирали. То же самое происходит у нас, хотя есть определенные подвижки. Ну, вы знаете, что в новогоднюю ночь алкоголем не торговали. Был определенный запрет на торговлю. И вот я ходил по ночной Москве, смотрел, как народ гуляет, и все было очень, вообще очень достойно. Вот сама новогодняя ночь прошла, на мой взгляд, очень достойно. Люди гуляли, там запускали петарды, все были какие-то вот доброжелательные, веселые, общались незнакомые люди друг с другом. И на следующий день я еще раз проехал по Москве, чтобы понять, и там слушал всякие средства массовой информации, что происходило в Москве. И как-то вот очень все тихо, спокойно. На Красной площади было много народу, и вообще в центре было много народу, много гуляний. Как-то все это достойно. Но это понятно. На Новый год, в саму новогоднюю ночь обращений за наркологической помощью, она достаточно минимальна. А вот потом начинаются проблемы, поскольку люди, к сожалению, далеко не все умеют регулировать свои взаимоотношения с алкоголем, далеко не все умеют контролировать количество употребления алкоголя, и начинаются отравления. А потом начинается вот это вот, я часто об этом говорю, и не лишне, наверное, еще раз напомнить, вот это вот какая-то, извините, дурацкая привычка и традиция, такая псевдотрадиция, на утро похмеляться. Вот вместо того, чтобы как бы отказать себе в алкоголе, то есть на один непереработанный алкоголь, на незакончившуюся интоксикацию алкогольную предыдущую наслаивается новый алкоголь и запускается механизм зависимости. Еще раз хочу подчеркнуть, что похмелье бывает только у больных алкоголизмом. У всех остальных это интоксикация. И она проходит, если ничего не делать, она пройдет там, к 3 часам дня, ну, там, в тяжелых случаях к 6 часам дня, вечера следующего дня. И ничего тут предпринимать как раз не нужно, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. Вот у нас грядет с вами очередная новогодняя ночь. Но я понимаю, что масштабы празднования будут меньше, чем
в Новый год по григорианскому календарю. Но, тем не менее, масштабы будут достаточно велики, и опять это пьянство, опять это застолье. И вот эти стандартные ошибки. Люди сидят в тесном помещении в большом количестве, и тут и пьют, и курят, и едят, и все это вперемешку. Ну, в общем, как-то вот такие довольно печальные сценарии проведения вот этих новогодних праздников. Еще одна тоже стандартная ошибка. Я часто спрашиваю, а вы, собственно, зачем пьете? Вот чего вы хотите от алкоголя? И самое смешное, что я не получаю ответа. Никто не понимает вообще, зачем он это делает. Вот какой-то осмысленной деятельности в употреблении алкоголя в ответах не получаешь. Я понимаю, там, допустим, человек на морозе где-то перемес, вернулся домой, там, я не знаю, выпил стопку водки, согрелся и успокоился на этом. Понятна цель. Или, допустим, есть традиция поднимать бокал шампанского в новогоднюю ночь. Понятна цель. Есть традиция, есть ритуал. А вот все, что в промежутках, вот, как бы совершенно оказывается непонятным. Какая-то вот рутинная привычка все время употреблять алкоголь. Вот, собственно, с этим мы стараемся бороться и это преодолевать. И я думаю, что каждый человек должен задумываться, прежде всего, о том, что, во-первых, он все время должен задавать себе вопрос перед тем, как выпить, да, зачем он это делает, что он хочет вообще в итоге. И потом должен все время помнить, что первый – это не водка, это вода. Что первый эффект любого спиртного – это токсический эффект, потому что там есть продукты полураспада, которые ядовиты там, и так далее. А опьянение – это, в общем-то, вторичный, только побочный эффект. И об этом тоже нужно помнить, и вот эту алкогольную токсическую нагрузку, ну, каким-то образом надо все время уменьшать. Я понимаю, что иногда я сам себя слушаю и думаю, что это вот глаз вопиющего в пустыне, но вот я человек все равно вредный и буду все время об этом говорить. И, может быть, кто-то к этому прислушается. Действительно, мы так и считаем примерно. Ну, это экспертная оценка, это не могут быть точными цифрами, что 2% населения страдает алкоголизмом с психическими расстройствами, еще где-то 9-10% страдает алкоголизмом с соматическими расстройствами, и еще примерно 30% постоянно злоупотребляет алкоголем. 2, 10, 30. Вот можете прикинуть, что злоупотребление алкоголем там, порядка 40% населения. Иначе как объяснить, почему у нас там 15-18 литров на душу населения? После новогодней ночи вот случилось, там передозировали алкоголь в новогоднюю ночь, на следующий год, на следующий день, в новом году нового алкоголя уже не употреблять. Нужно употреблять, ну, там есть различные средства. Я не очень считаю правильным употреблять аспирин. Вот и аспирин содержащие препараты, хотя помогают, безусловно, как любой кислый напиток или любой кислый препарат, кислотный. Но аспирин может вызвать кровотечение, поэтому тут очень с большой осторожностью. А вот есть янтарная кислота, в аптеках продается, есть лимонтар, это тоже таблетки, состоящие из лимонной кислоты и янтарной кислоты. Вот эти препараты очень хорошо для снятия интоксикации. Потому что то утреннее состояние, которое наше население идентифицирует как похмелье, это не похмелье. Еще раз хочу, чтобы вот это обязательно как-то где-то прозвучало четко. Это интоксикация, продолжающаяся интоксикация продуктами полураспада алкоголя. А как определить, где похмелье, а где интоксикация? Если вы стоите на учете в наркологическом диспансере по поводу алкоголизма, то это похмелье. И надо обращаться за помощью к врачу.